В традиционной истории до сих пор существует много нерешенных исторических и хронологических загадок. Одна из них – загадка древних этрусков. Это народ, который еще до основания Рима, то есть якобы в VIII веке до нашей эры, появился в Италии и создал там замечательную культуру. Потом он загадочным образом исчез, оставив после себя многочисленные памятники, покрытые непонятными письменами, которые ученые до сих пор не могут расшифровать. Более того, в среде историков сложилось мнение, что этрусские надписи прочитать невозможно. Поэтому широкое распространение получило выражение «этрусское не читается». До сих пор многие ученые убеждены, что этрусские тексты никогда и ни при каких условиях не будут расшифрованы. Ни в настоящее время, ни в будущем. Но почему они в этом так уверены? Возможно, эти древние надписи хранят какую-то тайну, которая сильно смущает и даже пугает историков. В древности на территории современной итальянской провинции Тоскана в Средней Италии между реками Арно и Тибром простиралась страна под названием Этрурия. Жители этой страны назывались этрусками. Власть этого государства распространялась к югу и северу от Арно и Тибра и на восток вплоть до Адриатического моря. Традиционная история утверждает, что это было в первом тысячелетии до нашей эры. Цивилизация этрусков была очень развитой и оказала огромное влияние на формирование римской цивилизации. А в XIV-XVI веках именно Этрурия стала колыбелью культуры Возрождения. Историки уже не одно столетие занимаются этрусской проблемой, но мир этрусков так и не стал им ближе и понятнее. До сих пор ученые-этрускологи не могут разгадать две главные загадки этрусков. Как утверждают сами историки, точно не установлены ни происхождение этрусков, ни их язык. Первая загадка – это происхождение этрусков. Точных свидетельств, доказывающих какую-то одну теорию происхождения этого народа, не существует. Долгое время наиболее распространены были три версии. Одна из них – это так называемая восточная теория происхождения этрусской цивилизации. Она была основана на авторитете так называемых античных авторов, в частности Геродота. По этой версии этруски мигрировали из Восточного Средиземноморья. Геродот называл этрусков тиренами или терсенами. До сих пор часть Средиземного моря между Апеннинским полуостровом и островами Сицилия, Сардиния и Корсика именуется Тиренским морем, потому что здесь, как и на большей части Апеннинского полуострова, на протяжении нескольких столетий господствовали этруски. Это было еще до того, как Рим стал претендовать на первенство в Италии. Поэтому неудивительно, что греческие и римские историки много писали об этрусках. Вторая теория происхождения этрусков принадлежит Дионисию Галикарнасскому, который оспаривал версию Геродота и утверждал в своем сочинении «Римские древности», что этруски были не переселенцами, а местным и наиболее древним народом Италии,
отличавшимся от всех своих соседей на Апеннинском полуострове как по языку, так и по обычаям. В середине XVIII века появилась третья версия, так называемая «северная теория происхождения этрусков». Ее предложил французский историк Николя Фрере. По его мнению, этруски наряду с другими итальянскими племенами проникли на территорию Италии через Альпийские перевалы. У этой версии не было никакой опоры в античной традиции и не было никаких материальных подтверждений. Но в XIX веке ее считали едва ли не единственным ключом к тайне этрусского происхождения. Особенно популярна эта теория была у немецких историков. Существует много точек зрения, которые были подвергнуты современной критике. Сегодня проблема состоит в том, что археология не может отдать предпочтение какой-либо теории. Таким образом, остаются открытыми разные предположения. Одна современная теория 90-х годов XX века принадлежит великому ученому-этрускологу Массимо Валентино. Она состоит в том, что та цивилизация этрусков, которую мы знаем, образовалась в Италии. Это правда. Однако эта теория не разрешила проблемы происхождения этрусков. Был ли этот народ, который имел собственный язык итальянского происхождения? Или же откуда-то пришел в доисторическую эпоху? Мое личное мнение состоит в том, что мы не можем недооценивать мнение такого значительного историка, как Геродот, который уже в V веке до нашей эры признавал за этрусками восточное происхождение из Турции. Но в середине XIX века свою теорию происхождения этрусков предложил русский археолог и историк-славист Александр Дмитриевич Чертков. Много лет он путешествовал по Европе, жил в Австрии, Швейцарии и Италии. Изучая древнюю историю этрусков, он пришел к выводу, что этруски были славянами. Ученый мир отнесся к исследованиям Черткова с равнодушным недоверием, а его книги вскоре были забыты. Историки не могли признать, что русские жили в Италии еще до возникновения Рима и основали очаг древнейшей культуры Этрурию, потому что в скаллигеровской концепции истории это бессмыслица. Независимо от Черткова, славянскую версию происхождения этрусков предложил польский археолог и коллекционер Тадеуш Воланский. В XX веке версия Черткова и Воланского нашла свое подтверждение в исследованиях российских ученых Анатолия Фоменко и Глеба Носовского. История этрусков и сегодня очень многим интересна, и ею многие занимаются и на Западе, и у нас. Однако все эти исследования идут в каком-то странном и заведомо тупиковом направлении. Считается, как само собой разумеющееся, что этруски – это была некая совершенно отдельная цивилизация, которая заведомо не могла не иметь ничего общего со славянами. И поэтому, когда в XIX веке появились работы Чьямби, Черткова, Воланского, доказывающие, что этрусские надписи – это надписи на славянском языке, по крайней мере, многие из них, то эти работы не были восприняты. Они не были опровергнуты, в них не было найдено ни одной ошибки, они просто не были восприняты. И до сих пор, хотя с того времени прошло уже больше 100 лет, они так и не восприняты ученым миром этрускологов. И только в свете новой хронологии
эти работы предстают совершенно по-другому. Становится понятно, что Чьямпи, Воланский, Чертков сделали действительно важнейшее открытие, и к нему нужно привлекать внимание ученых. И действительно, этрускологи совершенно напрасно игнорируют исследования Воланского и Черткова, потому что их работы помогают решить еще одну загадку, с которой ученые не могут справиться. Это загадка – язык этрусков. В Италии в эпоху Возрождения все найденные надписи, сделанные не на латыни, считались этрусскими. В настоящее время известно более 12 тысяч этрусских надписей. Однако среди них очень немногие содержат более 20 слов. Какие только алфавиты не использовали, чтобы прочитать эти тексты. Еврейский, арабский, англосаксонский, рунический и даже китайский. Все было бесполезно. Поэтому и появилась пословица «Этрусское не читается». В 1825 году итальянский ученый Себастьян Чьямпи предложил использовать для расшифровки этрусских надписей славянский алфавит. Дело в том, что несколько лет он был профессором Варшавского университета. Немного выучив польский язык, итальянский ученый с удивлением обнаружил, что стал читать и даже кое-что понимать в этрусских надписях. Вернувшись в Италию, Чьямпи поспешил поделиться своим открытием с коллегами. Но коллеги ему сурово указали, что немцы, как самые авторитетные ученые в Европе, уже давно доказали, что славяне появились на сцене истории не ранее VI века нашей эры. Или еще позже. Поэтому в Италии никто не обратил должного внимания на слова Чьямпи. Не добившись внимания к своим призывам разобраться со славянским прочтением этрусских надписей, ученый сник. Проблемы, которые касаются изучения этрусского языка, абсолютно не касаются алфавита. Этрусский алфавит очень ясен. Это греческий алфавит, завезенный из Кум, части Греции. Этрусский алфавит, так же как и латинский шрифт, это трансформация греческого алфавита. Поэтому этрусский алфавит очень хорошо читается. Мы его прекрасно можем прочитать. Проблема в языке. Приведу современный пример. Польский текст я могу прочитать прекрасно. Он написан латинскими буквами. Но я ничего не пойму, потому что это славянский язык. То же самое, мы легко читаем этрусские тексты, но не понимаем их, так как мы не знаем их языка. Более последовательными в своих исследованиях этрусских текстов были Тадеуш Воланский и Александр Чертков, для которых славянские языки были родными. Наиболее интересные результаты расшифровки этрусских надписей получил Воланский. Для удобства расшифровки он составил специальную таблицу, с помощью которой весьма удачно расшифровал многие этрусские тексты. Вот как она выглядит. В первом столбце приведена этрусская азбука. Во втором – кириллица. В третьем – польский алфавит. В четвертом – богемский. Сложные буквы, представляющие собой сочетание нескольких букв, изображены в таблице внизу слева.
Кстати, в кириллице тоже есть сложные буквы. Я, Ю, Кси, Пси и другие. Обратите внимание, что буквы кириллицы и этрусские буквы более или менее похожи. Например, буквы глаголь, есть, зело, како, люди, мыслите, наш, покой, твердо, ут, ша, ять. Авторы новой хронологии Анатолий Фоменко и Глеб Носовский считают, что эта таблица позволяет наглядно увидеть близость этрусского языка со славянскими. Но как же, используя эту таблицу, прочитать конкретный текст? Воланский подошел к расшифровке этрусских текстов довольно просто. Берется этрусский текст, а затем берется таблица, созданная Воланским, это очень нетривиальное, очень важное его открытие. И в этом тексте буквы заменяются на кириллицу в соответствии с его таблицей. Возникает кириллический текст. После этого надо определить, в каком направлении он записан. Справа налево или слева направо. Раньше разные народы писали и так, и так. После этого надо понять, как устроена разбивка текста на слова, и пытаться его прочесть уже по-русски, по-славянски. Как показывает наш опыт и опыт Воланского, обычно после этой довольно простой операции смысл текста становится понятен. Конечно, как и любой старорусский текст, этрусский текст придется прочесть несколько раз, вникая в смысл. Дело в том, что в старых текстах промежутки между словами не оставляли. Это очень затрудняет чтение, но, тем не менее, приложив некоторые усилия, прочесть можно. По Воланскому получается, что сложность чтения этрусского текста не намного выше, чем чтение многих старорусских текстов, в которых тоже встречаются отдельные непонятные слова. Но все же большинство этрусских слов понятно. В этом можно убедиться, прочитав несколько переводов этрусских надписей, сделанных Воланским. Из сочинения Теодора Момзена «Наречие Нижней Италии» Воланский узнал о надгробном памятнике, найденном в 1846 году близ итальянского города Креччио. С 1852 года этот археологический памятник хранится в Национальном музее в Неаполе. Интересно, что в своей книге Момзен писал: «Было бы дерзко сделать даже попытку к истолкованию этой надписи». Воланский сделал попытку перевести этот текст. И вот что у него получилось. «Райский всех Боже, выше Вима и Дима, езмень ты России, возьми в опеку мой дом и детей, наилучший езмень. Геката царство далече, до дола земли выезжаю. Точно ей так есть, как я, Эней, царь родом. Сидя сладом в Елисее, лето черпнешь и забудешь. О, дорогой, хороший». Нельзя сказать, конечно, что в переводе Воланского смысл этрусского текста стал полностью понятен. Это не так, но в нем совершенно очевидно проявилось множество понятных русских слов, целые обороты, которые в совокупности составляют, русские обороты, которые в совокупности составляют больше половины текста. Это много. И надо иметь в виду, что Воланский, читая старые этрусские тексты, был убежден, что они написаны еще задолго до Христа, и поэтому ничего христианского в них быть не может. Согласно же новой хронологии, это тексты уже христианские, написанные после Христа, поэтому в них вполне могут содержаться привычные, известные нам из церковных книг христианские обороты. Это делает текст более понятным, потому что на самом деле это действительно христианский текст. И действительно, если не бояться увидеть в этой надписи христианские обороты, то вот что получается. «Рек всех Бог Вышний,
«Моедиму, езменю России, им же опекается мой дом и дети, лепый езмень. Екатезин далече, только вера, вера, из какой Эней царь родом, сидящий с Ладом и Ильей. Помнишь ли ты? Забываешь? О, дорогой хороший!» Перед нами вполне осмысленный старорусский текст, хотя поминаются неизвестные нам имена – Моедим, Езмень. Вероятно, это старые названия каких-то местностей в Италии. Прямым текстом упоминается Русь, причем в стандартной для южных славян форме «Россия». К сожалению, этот этрусский текст можно прочитать не полностью. Но и не все старорусские тексты сегодня прочитываются до последнего слова. Но если в этрусском тексте однозначно читаются целые строки и обороты, то можно сделать вывод, что язык для расшифровки выбран правильно. И этот язык – русский. Эта фигура мальчика с гусем в руках была найдена в 1746 году в тосканских владениях Янсенов в росписи этрусских надписей. В свое время об этой фигурке очень много говорили, и очень долго, в течение 100 лет. Но никто не дал объяснения надписи, сделанной на этой фигурке. Вот как звучит этот текст на русском языке. «Белого гуся ветер нагнал, вольно отдался Алпану. Пеняйте, голый гетто туда нес, только надеясь». А это бронзовая фигурка мальчика с птицей, найденная в 1587 году. Неоднократно рисовали и саму фигурку, и надпись, сделанную на ноге мальчика. Однако этот текст до сих пор не могут объяснить. В подлиннике текст звучит так. «Воля дае, может, чё за ней милик чает». А вот перевод на русский. «Волю даю, может быть, что-нибудь милый чает». Эта двусторонняя камея была изображена на заглавном листе книги Ульриха Фридриха Коппа, изданной в 1827 году. На одной стороне камеи изображена нимфа Минифея и летящий к ней Купидон. Однако в книге ничего не говорилось о надписи, сделанной на этой камее. «Стерела Купида ранит Минифеи». По-русски это значит «стрела Купидона ранит Минифею». На второй стороне камеи сделана надпись из 7 строк. «Яо, Саваоф Адоней, ей, коли ега лается, идут в Тартарое скотину». По-русски это читается так. «Я Саваоф Адоней, ей, коли его ругают, идут в Тартары скоты». Удивительно, почему на протяжении стольких лет этрускологи не могли прочитать эту надпись. Ведь она написана обычными славянскими буквами, причем слева направо. Мы думаем, однако, не хотели. Дело в том, что в эпоху реформации в Западной Европе уничтожали следы того, что завоевание XIV-XV веков было славянским, русско-тюркским, в том числе и османское завоевание XV века. Фактически сложился негласный запрет на прочтение старых текстов с помощью славянских языков. Более того, было де-факто запрещено использовать славянские языки для чтения так называемых нечитаемых надписей, в том числе этрусских. Опираясь именно на славянские языки, Тадеуш Воланский успешно прочитал не только этрусские тексты, но и многие другие надписи, найденные в Западной Европе. Эти надписи, так же как и этрусские, считались нечитаемыми, но, по мнению Воланского, они расшифровываются как славянские. Однако Воланский хорошо понимал, что его открытие не будет воспринято в Западной Европе. И поэтому в письме к археологу Каролю Рогавскому он писал: «Разве в Италии
Индии и Персии, даже в Египте, нет славянских памятников? Разве древние книги Зороастры, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парсаграда, покрытые клинописью, не содержат надписей, понятных славянам? Англичане, французы и немцы смотрят на это, как козел на воду. Можно сказать, что исследования Воланского по истории славян в Западной Европе были научным подвигом. Поэтому судьба ученого была непростой. В 1853 году католическая церковь внесла книги Воланского в индекс запрещенных книг, а польские иезуиты сожгли его книги на костре. Но этого им казалось мало, поэтому они требовали казнить ученого. Только благодаря вмешательству императора Николая I Воланский остался жив. Считается, что этруски были язычниками. Историки сравнивают этрусских богов с богами римского пантеона. Этрусская религия – это политеизм, как и большинство верований античного мира – Италии, Греции. Она имеет большие сходства с другими религиями античной Италии. На религию этрусков очень сильно повлияла греческая религия. Много греческих божеств проникло в религию этрусков. И много этрусских богов, в свою очередь, были обнаружены в греческой религии. Таким образом, это ассимиляционный процесс. Но вот что интересно. Оказывается, главная священная книга этрусков называлась «Книга суда» или «Судная книга». Иначе говоря, «Книга закона». Ведь понятия «закон» и «суд» тесно связаны. Получается, что этруски хорошо знали русское слово «суд». Эта книга частично дошла до наших дней в описании римских авторов. Ученые давно отметили сходство этрусской священной книги суда и первых глав библейской книги «Бытие». Ученые-исследователи потратили немало усилий, чтобы объяснить соответствие между текстом книги суда и Библией. Но поскольку в традиционной версии истории этрусские и библейские авторы жили в разные эпохи, то задача историков Скаллигеровской школы была исключительно трудной. И решить ее они не могут до сих пор. Но ответ на этот вопрос нашли авторы новой хронологии. Этрусские завоеватели, а точнее колонизаторы Западной Европы XIV века, конечно, уже были христианами, согласно новой хронологии, а следовательно пользовались христианскими книгами, в том числе и книгами христианского закона. Например, Кормчий, который они вполне могли называть книгой суда или судной книгой, потому что она относится к законам, к суду христианскому, православному. И совершенно неудивительно, что книга суда, которую мы, конечно, этрусская, которую мы, конечно, не знаем точно, а знаем только в каких-то пересказах римских, античных и греческих авторов, точнее, редакторов поздних, как мы теперь понимаем. К сожалению, не знаем ее текста. Но даже из этих пересказов видно, что она перекликается с Пятикнижием. Францисканский монах Мариона из Флоренции в своем трактате о происхождении, благородстве и великолепии Тусции связал древнейшее прошлое Этрурии с мифами книги «Бытия». По его мнению, после потопа сыновья Ноя расселились по всему миру. И один из них по имени Гомер обосновался в Этрурии. А его потомки первыми приветствовали учение Христа.
Александр Немировский, российский исследователь истории Древнего Рима и этрусской культуры, в своей книге «Этрусские. От мифа к истории» писал, что в поисках данных о тирренах, то есть этрусках, нельзя исключать и Библию. Она сохранила множество сведений о народах Передней Азии, Северного Причерноморья и Средиземноморья. И действительно, в 10 главе библейской книги «Бытие» сказано: «Сыны Иована, Елиша и Тарсис, Китим и Доданим, от сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Уже давно было высказано мнение, что Тарсис соответствует полулегендарному городу Тартессу. А этот город сами историки связывают с этрусками. Библейское, хорошо известное имя Тарсис могло означать и турок, и татар, и русских. Получается, что составители Библии хорошо знали этрусков под именем Тарсис. И, кстати, понятно, почему в Библии народ Тарсис назван сынами Иована, то есть Ивана. Дело в том, что по нашим результатам, по новой хронологии, завоевание Великое Монгольское XIV века возглавлялось ханом, царем Иваном Калитой. Получается, что Библия действительно хорошо отразила события XIV века нашей эры. Известно, что в конце 15 века в столице Тосканы, Флоренции, появился ряд трактатов об этрусках, написанных уроженцами Тосканы, представителями католической церкви. Один из них, кардинал Эгидио из Витербо, описывал Этрурию не только как очаг древнейшей в Италии культуры, но и как вечную покровительницу и хранительницу религий. Кардинал не видел разницы между языческой Этрурией и христианской Тосканой своего времени. Появление этих трактатов говорит о том, что еще в конце 15 века в Тоскане хорошо помнили подлинную историю этрусков. Но современные историки, зная и о книге Суда, и о библейских текстах, и о сочинениях средневековых авторов, все равно продолжают писать диссертации о языческой вере этрусков и об их дохристианском существовании. О том, насколько было велико влияние этрусков в Европе, говорит история противостояния Тосканы, то есть Этрурии, и Рима. В средние века Тоскана была одной из мощнейших республик и долгое время боролась с Римом за первенство в Италии. А в 1619 году шотландский ученый Томас Демпстер написал обширный труд под названием «7 книг о царской Этрурии», основанный на свидетельствах античных авторов. В своей работе Демпстер писал, что этруски ввели в Италии законы, были первыми философами, геометрами, жрецами, строителями городов, храмов, изобретателями военных машин, врачами, художниками, скульпторами, агрономами. Кажется, что у Демпстера даже не возникал вопрос: если в области техники и культуры все придумали этруски, что же остается на долю греков и римлян? Однако написанный в начале 17 века труд Демпстера был издан лишь через 100 лет, в 1723 году. Издание этой книги стало результатом новой вспышки интереса к этрускам, потому что в это время на территории Тосканы хозяйничали австрийцы. Жители Тосканы считали этрусков своими предками, поэтому изучение их славной истории давало выход их патриотическому чувству. Почему же книга Демпстера была издана не в 17 веке, а только через 100 лет? В 17 веке в Риме и вообще в Западной Европе целенаправленно писали ложную версию всемирной истории. В этой версии не было места этрускам,
поскольку все достижения человечества приписывались древним античным грекам и древним античным римлянам. Этруски мешались под ногами. Поэтому их отправили подальше в прошлое, аж в ранее 8 века до нашей эры, еще до основания Рима. И таким образом, что произошло? Получилось, что историю русских завоевателей Западной Европы XIV века, этрусков, отнесли в далекое нечитаемое прошлое и таким образом уничтожили следы русского присутствия в Западной Европе. Но Тоскана продолжала бороться за свою версию истории, в которой главную роль играли не мифические древние итальянские римляне и древние греки, а реальные этруски. Ватикан же, в свою очередь, старался утвердить свою ошибочную концепцию так называемого Древнего Рима и Древней Греции. Интересы столкнулись. Тоскана проиграла. Поэтому труд Демпстера попал под римский запрет. И только когда в Тоскану вошли австрийцы, обрадованные флорентийцы вышли на время из-под контроля Рима и попытались взять реванш. Они срочно издали Демпстера, но было уже поздно. Фальшивая история якобы древнего итальянского Рима прочно закрепилась на страницах исторических книг. В результате над тосканцами просто стали смеяться. И тем не менее они продолжали доказывать свою правоту. В 1726 году в городе Картоне была открыта Этрусская академия. Ее членами стали благородные сеньоры из многих городов Тосканы. В докладах академии сообщалось, что не только в Италии, но и в Испании, и в турецкой Анатолии почти все следы художественной деятельности принадлежали этрускам. Там же, в Картоне, был создан музей Этрусской академии. Последователи Скаллигера долго боролись с непокорными флорентийцами, упорно стоявшими на своем. Сломить их сопротивление удалось лишь в XIX веке. Наконец-то историческая версия Рима одержала победу. Хотя факт оставался фактом. Рим стал Римом благодаря этрускам и вошел в историю как один из этрусских городов. Когда-то этруски хотели сделать этот город оплотом своего господства в Лации. Но тогда они, естественно, не могли предположить, что Рим, которому они помогли выйти на историческую арену, уничтожит их господствующее положение в Италии. И уж тем более они не предполагали, что Рим исказит факты былого могущества этрусков. Римляне питали слабость к легендам и мифам, поэтому они убаюкивали себя легендами, в которых правда смешивалась с полуправдой, а часто и с откровенным вымыслом. Так, например, римляне настаивали на том, что праотцем римского народа был троянский герой Эней, который после падения Трои оказался на берегах Италии. Но как бы римляне не противопоставляли себя тосканцам, даже предание об Энее они заимствовали у этрусков. Вот так появился миф о славном происхождении Рима, который якобы с самого начала стоял выше всех своих соседей. Со временем этот миф был признан исторической реальностью и попал в исторические труды. А потом один историк стал заимствовать его у другого. Этруски были важным народом, особенно в архаичную эпоху, еще до превращения Рима в мощное государство. Более того, в свое время они повлияли на Рим. В начале своей истории Рим имел 3 этрусских царей. Этруски внесли большой вклад в формирование итальянской цивилизации в античности с точки зрения культурной, исторической и религиозной. Я думаю, что на сегодня это признанный факт.
Сегодня этрусская история изучается и признается ее важность, как, впрочем, и история других народов. История этрусков – это только часть славянской истории Западной Европы. На протяжении нескольких веков историки Скаллигеровской школы, не покладая рук, трудились, чтобы вытравить из памяти народов факты славянского расселения в Европе. Они так долго и упорно отрицали присутствие славян в разных землях и странах, что сложилась совершенно абсурдная историческая картина. Получается, что в древности славян вообще не было. И откуда они взялись, совершенно неясно. Исказив подлинное прошлое славян, скаллигеровские историки сделали их бездомными и безземельными. Ведь по их теории ни одна древнеевропейская местность не может иметь славянского названия. А в языках Европы и Азии эти так называемые ученые ищут какие угодно корни, только не славянские. Однако многие ученые не видели ничего странного в том, что во многих европейских землях постоянно обнаруживались следы славянского населения. Один из них – выдающийся русский ученый Василий Маркович Флоринский. В XIX веке он занимался сравнительной археологией. Флоринский искал ответ на вопрос, каким народам принадлежат тысячи древних курганов, расположенных на территории Сибири. Ответ Флоринского на этот вопрос был четок и однозначен. Курганы возводило древнейшее население Сибири, принадлежавшее к арийской расе, которая впоследствии стала известна под именем славян. Флоринский провел гигантскую работу, сравнивая находки из поселения, которое Шлиман объявил древней Троей, предметы, принадлежавшие адриатическим и прибалтийским Венедам, с находками из северорусских и южнорусских курганов. Сходство найденных предметов быта, орнаментов и посуды было настолько поразительным, что не оставалось сомнений. Они были сделаны представителями одного и того же народа, то есть славянами. Получается, что Малая Азия и значительная часть Западной Европы в прошлом были населены тем же славянским народом, что и Россия, и Сибирь. Флоринский писал, что Венеды – это адриатические или италийские славяне, что они входили в союз троянских племен, покинувших Трою. Венеды основали Венецию и Падую. Интересно, что Венеция стоит на древних деревянных сваях, которым уже несколько сотен лет. Считается, что эти сваи сделаны из сибирской лиственницы. Возникает вопрос, как были связаны строители Венеции с Сибирью? Некоторые ученые пытаются объяснить широкое распространение похожих славянских предметов по всей территории Евразии, но делают они это, оставаясь в рамках ошибочной скаллигеровской хронологии. Вместо того, чтобы поместить весь этот огромный славянский материал во времена Средневековья, они отправляют его в далекое прошлое, придумывая теории о каких-то древнейших протославянах. О Венедах или Вендах писал и другой русский ученый Алексей Степанович Хомяков. В своих работах он перечисляет десятки примеров того, что в Западной Европе обнаружены следы вендов. Это и австрийский город Вена, и французская провинция Вандея. Боденское озеро прежде называлось Венецкое. В земле Вендо, писал Хомяков, реки и города носят названия Себра,
Севра, Савва. 15 городов и деревень носят имя Беллегарда, которого нет в остальной Франции, и которое переведено как Альба. Как известно, Альба значит «белый», а Беллегарда – это попросту «белый город». Недоумевает Хомяков и по поводу того, сколько народов историки произвольно причислили не к славянскому корню, а к германскому, а венедов в Европе как будто и не было. Хотя издревле венеды населяли берега Адриатики, Балтики, ходили по бурным водам Атлантики. И это были не рассеянные племена, а многочисленный народ, населявший половину Европы. Александр Дмитриевич Чертков писал, что с 1575 по 1842 год в Германии было издано более 25 книг, в которых говорилось о славянах, населявших германские земли. Лейпциг, Долич, Рохлич, Дрезден были построены славянами. Однако все эти многочисленные книги были выведены из обращения с каллигеровскими историками. Слишком явно они противоречили официальной истории. Но славянские корни в Европе настолько глубоки, что историки и археологи сталкиваются с ними постоянно. С древнейших времен славяне живут в Германии. Например, лужицкие сербы. А лужицкий язык, один из западнославянских языков, распространен среди лужицких сербов, или, как их еще называют, лужичан или сорбов. Число говорящих на этом языке 60 тысяч человек. 40 тысяч живет в Саксонии, 20 в Бранденбурге. Новое понимание истории этрусков – это и новый взгляд на древнерусскую историю XIV-XVI веков. Начиная с XVII века, нам долго и упорно внушают, что по сравнению с европейской культурой русская культура всегда была на очень низком уровне. Что все открытия и достижения древнего мира принадлежат великим европейским цивилизациям. Однако подлинная история этрусков говорит об обратном. Основой развития и процветания европейских государств были славяне, а племена, населявшие Европу, несколько столетий пользовались научным, культурным и военным наследием славянских народов без всякой благодарности. Сегодня у современных историков есть возможность восстановить подлинную историю этрусков. Им не надо все начинать с нуля. Еще в XIX веке их предшественники проделали огромную работу. Но, как писал Тадеуш Воланский, мы, славяне, сможем довести эти исследования до конца только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам. Не только история этрусков, но и прошлое самого Древнего Рима не так хорошо изучено, как принято считать. Современные исследования говорят о том, что толстые тома, посвященные римской цивилизации, это всего лишь переписывание одних и тех же легенд, придуманных историками XVI века. Подлинная история народов, населявших Апеннинский полуостров, выглядит совершенно иначе. Так что же это такое? Древнеримская история. Подлинное прошлое или литературный миф? В этом мы попробуем разобраться в нашем следующем фильме «Символы Древнего Рима».